Здравствуйте, меня зовут Галина Теряева, вы на неравнодушном канале. Возврат приемного ребенка обратно в детский дом. Приемные родители, которые возвращают детей обратно в детские дома, боятся говорить на эту тему. Но моя сегодняшняя героиня Ульяна готова поделиться своей историей. 7 лет назад Ульяна забрала к себе в семью 2 детей из детского дома. И, конечно же, она думала, что эти дети будут с ней навсегда. Но в какой-то момент она выгорела, не справилась, и ей стало очень тяжело. И она сдала детей обратно в детский дом. Целый год дети прожили в этом учреждении. За этот год Ульяна пережила настоящий ад в своей душе. Почему ее никто не поддержал, как она справлялась и чем закончилась эта трагичная история, смотрите в моем откровенном интервью с Ульяной. Помнишь вот отказ, как ты написала? Что там было написано? Ну, я такая-то, на фоне того, что дети имеют определенные нарушения, и случаются вот там разные ситуации, описала, я отказываюсь от детей. Я обходила все детские площадки, потому что я иду, и на меня наваливается, что, вот были дети, а детей нет. Но я поняла, что у меня есть привязанность, что я люблю этих детей, да, и мне невыносимо тяжело осознавать, что там, мои дети находятся где-то за пределами моего дома и в детском доме. Ульян, с чего началась ваша история материнства? Начнем с нее. В 97-м году я вышла замуж, потом захотели детей. У нас родились 3 прекрасных детей. Они уже взрослые. Девочка и мальчик? Девочка, мальчик и девочка. 2 девочки и мальчик. Да. Счастливая мама, 3 детей, Да. многодетная мать, да? Да. Все хорошо. Вы жили с мужем, все Мгм. прекрасно, да? В какой момент появились мысли о приемном ребенке? Чего не хватало? Все хватало. Всего хватало. Просто эти мысли вообще были изначально всегда. Я и Мгм. работала в детском доме, и с детства как-то посещала детские дома. Эти мысли были со мной на протяжении всего времени. Практически И они, как у каждой женщины, да. Не у каждой, но практически. Каждая об этом думает, да. И в какой-то момент моя знакомая одна берет девочку и предлагает нам. Говорит: Ульяна, ты вот когда-то хотела, не хотите ли вы взять 2 детей? То есть она взяла себе в семью? В семью взяла девочку, да, у нее не было детей. Это был вообще первый ее опыт материнства. И она предложила вам тоже, увидела детей в детском доме и сказала, что, Ульяна, вот еще 2 детей, не хочешь ли? Не хочешь ли ты, да, у тебя же была такая идея, не хотите ли вы вот себе взять? На что я сказала: нет, таких детей тем более не возьму, они Каких такие. таких? У них такая внешность была вот особенная. Не сказать, что прям вот симпатичные такие ребятки, все. Мгм. То есть не так, как обычно? Да, там явно выраженные стигмы, ФАС. Тогда я не знала, что такое ФАС. Мгм. Я думала, это все дети из детского дома, у них вот это вот такая печать на лице, почему-то Ага. мне так казалось. Это я уже потом узнала, что это такое. Вот, и, я нет, категорично нет. И мы стали их стараться пристроить в семью. Через своих знакомых То есть искать. ты их еще может, не да. видела? На Просто фотографиях на только я фотографиях. видела, Мгм. да. И все, больше Да. как бы нет. Как Ничего не- искала? Как люди реагировали на этих детей? Были ли кандидаты? Нет, никого не было, никто не хотел, даже, если хотят обычно определенную категорию детей, да, бездетные пары, они, как правило, хотят здорового ребенка, до 3 симпатичного до 3 лет, да, тут дети старше 3, плюс внешность такая особенная, плюс какие-то, я думаю, диагнозы тоже сопутствующие есть. То есть им тогда было 4 и 5 И 5 лет, да, на тот момент. Кровные брат и сестра. Кровный брат и сестра, девочка старше, Мгм. мальчик на год младше. Что-то известно о родителях биологических? Мама была зависимая. Вот, она уже умерла.
на сегодняшний день. Тогда еще Да. она была жива, но сейчас ее уже нет. Вот. Так, увидела, значит, начала пристраивать этих детей. И что? Дальше как? Ну, не сложилось, и решили, что почему бы нам тогда не попробовать. Ну, как бы мне стало их жалко. Я так все их на себя примеряла. Думаю, как бы они у нас смотрелись бы, я бы их там окультурила, очеловечила, привела бы их в порядок. Вот. И таким образом, как бы эта мысль ко мне в сердце попала, что все-таки надо, наверное, взять. То есть, Ульян, не было такого, что вы искали детей, что вот в какой-то Нет. момент их захватили? Нет. Пошли в школу приемных родителей. То есть так сложилось. В школу приемных родителей мы пошли уже, потому что были дети конкретные, ради которых мы пошли, чтобы именно их забрать к себе. Вот. Не то, что мы там искали где-то специально, нет, этого нет. Ксюш, ты помнишь тот момент, когда к тебе пришла мама и сказала, мы хотим взять детей? Как ты к этому отнеслась? Только честно. Я помню этот момент. Мы, наверное, много раз обговаривали это с мамой, потому что, ну, где-то с возраста лет 6 я хотела о младшем брате, мечтала о младшей сестре. Так что вот весть о том, что у меня будет все-таки младший брат и сестра, меня обрадовала. Я очень ждала прибытия Васи и Феди к нам в дом. Как произошла встреча с детьми? Когда вы встретились, увидели их и что дальше было? Ну, я прилетела в детский дом. Там, чтобы в сердце у меня что-то ёкнуло, такого не было. Они вылетели такие, как зверята, все хватают с полок. Ну, так смех, смеются чего-то как-то. Ну, странное такое поведение. Они почему-то педагоги сразу сказали, вот к вам мама приехала. Ну, для них мама — это как воспитатель, тетя очередная. Поэтому, ну, приехала, да приехала. Радость только была в том, что я что-то привозила. Вот, им нравилось. Какие-то гостинцы. Да. Да, и вот они это хватали, все бегали, шумели. А как муж отнесся к вашей вообще вот этой идее взять ребенка? Изначально он был против, но когда на школе приемных родителей им сказали, что вы не обязаны любить этих детей, что главная задача вообще приемной семьи, изначально они это говорят, чтобы возвратов было меньше. Это социализация, что дети, выходя из детского дома, они ничего не умеют, не знают даже, что сладкий чай — это потому, что туда насыпается сахар. Для этого мы берем детей в семью и их социализируем. Ну что, про чувства мы вообще не говорим. Но мы как женщины, мы же не роботы, все равно мы не можем. Мы все равно начинаем чувствовать. Чувства бывают разные, и любовь в том числе, она тоже приходит. И ты поехала в Иркутск, увидела этих детей, никакого чувства у тебя там особенного не возникло. Ты просто увидела, что детей, которым нужна забота и любовь, правильно? Которым Или нужно нет? помочь. Вот Детям, так. которым нужно помочь, да. Потому что, сказать, что я их полюбила, там у меня тоже этого не было. Я увидела, что есть, наверное, сложности, с которыми, наверное, мы столкнемся. Петь, расскажи, пожалуйста, мне про свою сестру. Какие у нее качества вообще? Какая она по характеру? Хорошая. Василис, расскажи мне про брата своего. Что ты можешь рассказать? Этого? Да. Ну, у тебя один. Ну, смешной, веселый, забавный. Драться любит. Ребята, вот вы же прожили целый год сейчас в детском доме, да? Да. А что там, скажите, вот чем жизнь в детском доме отличается от жизни в семье? В семье лучше, потому что там постоянно есть веселые, то есть не веселые. Там рядом мама, там твои родные, Да. Ну, а в детском доме этого нет. А что еще в детском доме, Федь? Плохо там. Почему? Не знаю. Не понравилось мне там. Вот скажи, что такое ФАС, ты еще не знала, правильно? То есть ты Нет. не знала, Что что такое... ФАС впервые я услышала вот там в детском доме. Они мне сказали, наверное, вам поставят ФАС. Я думаю, что такое ФАС вообще? Даже знать не знала, что это такое. И оказывается, что это синдром, и у него есть сопутствующие диагнозы. Один из них – это психиатрия, и расстройство личности, это тоже сюда входит.
Привет. Привет. Нет, все, у меня уже полный Уже пакет было. документов был, я целенаправленно ехала уже за этими детьми. Да, у нас уже все, и согласие, и семья подписала, и муж был согласен на условиях, что он любить их не будет, но он их примет. Вот прям вот именно Да, так, именно да? на таких условиях только, да. Ага. И все равно ты решилась на этот шаг. Получается, все-таки ответственность на тебе была. Да, То есть ты приняла решение. мы вместе приняли это решение, не я одна принесла. Я когда туда приехала, я им позвонила, сказала, дети мне не понравились. Потому что мы должны были ехать вместе, но по каким-то обстоятельствам у него не получилось. Я полетела одна и приехала, когда познакомилась с ними, я позвонила ему, сказала, говорю, дети мне не нравятся, и мне даже предлагают посмотреть, другого ребенка. Такой вариант возможен был. На что он сказал, что это не рынок, где торговля детьми осуществляется. Ты ехала за конкретными детьми, и этих детей мы с тобой возьмем. Но на что я сказала, что без тебя я не справлюсь, потому что есть мальчик, мне нужна будет поддержка. Он сказал, конечно, да, мы вместе принимаем это решение, мы их берем. Вот, все их ждали. Ульяна, ты кто по профессии? Муж кто, скажи? Муж вообще по специальности он инженер, но он работает на себя в строительной Так, а ты? в строительной сфере. Вот. А я всю жизнь работаю с детьми, воспитателем, педагогом. Да. Занимаюсь. Школы. Сейчас в данный момент работаю в Монтессори, да. Монтессори. Школа, детский сад. Ну вот так очень все прозаично как-то, да? Вот обычно там Вроде красиво, да? родители рассказывают, нет, иногда, вот я мечтал, я хотел, детей увидел, сердце ёкнуло, и все, и я поняла, что это мой ребенок. У тебя такого не было? Ну, я как бы к этому пути шла. Я шла. Я как бы хотела иметь детей приемных. Плюс мне хотелось как бы иметь ребенка, своего ребенка, да? Имеется в виду, что ты берешь, но он будет твоим. Да. Но что вот именно эти дети оказались, и с чем я столкнусь, я не думала, что будет настолько сложно и тяжело, и такого вот принятия, о котором все говорят, его вот не произошло на тот момент. И долго не происходило. Так вот дальше. На солнце темный лес задел, в долине пары белее тонкий, и песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий. Как они выглядели? Со стигмами, прям вот такими явными стигмами. Цветочки, мама. Да это же цветочки, это бутончики на цветочках, не почки, бутончики. А из бутончиков уже цветочки. Ой. Что говорили врачи? То есть какой прогноз они давали? С врачами я тогда не общалась. У них как бы, было уже заключение, что вот дети проходят комиссию для семьи, и все. Классическая диспансеризация без каких-либо там. Врачи начались уже после того, как мы приняли их. Так. Приехали домой, и началась адаптация. У кого-то она начинается после медового месяца, у кого-то... Медового месяца у нас не было, особенно с девочкой. Мальчик, он всегда как будто шел багажом к ней. Он такой был малыш-малыш. Вот ему 4 года, но он года на 1,5 выглядел. Он был в подгузнике такой. Он не симпатичный мне казался, но когда я его увидела, у него было такое обаяние, оно вот у него и сейчас присутствует очень сильно. Если кто с ним знакомится, по фото скажет, ой, какой-то такой странный. Да. А жизненно, вот вы пообщаетесь, когда, например, да, вы увидите, что ребенок такой очень обаятельный, он к себе располагает, умеет это делать. И вот он маленький тоже был такой, он голову свою возьмет в колени, так, поластится и все, и сердце тает. А она была вот прям вот классическая истеричка с самого вот раннего возраста. Да, она не спала у нас. Я даже вот, первая причина обращения к психиатру – давайте поможем ребенку спать, потому что ребенок не спит ни днем, ни ночью. То есть к психиатру вы обратились практически сразу? Практически сразу, да. Что поняли, что сначала что не психиатр, сначала была невролог, потому что слово психиатр для меня это вообще что-то было. Что это такое? Я даже не знала, что это такое. Нет, вообще я не сталкивалась с этим никогда в жизни. И что это такое, я не знала. Поэтому первое, это была невролог и очень грамотная женщина. Мы ее пригласили к нам домой. И первое, на что сказала, что вы что,
кого вы взяли, вы что, не видели? А теперь вы, у вас же все на лицах написано. А я думаю, да вы что, они умные, ну, вы что, не видите? Они вот, ну, они адаптируются, я с ними столько занимаюсь, а там месяца 4, наверное, прошло только с момента того, как они оказались в семье, она, ну, давайте, продолжайте. Да. Заранила. Ну, она прописала нам, да, некоторые там препараты, чтобы помочь спать. Но Она вообще, девочка вообще не спала. не спала от слова вот совсем. Вот она не спала. Вот прям вот ее укладываешь, она якобы спит, она дремлет, но она не спит. Она тут же встает, она просыпается, она может ходить ночами. У нее еще такая поза была, она сворачивалась вот так в кокон, как, знаете, в позу эмбриона, хотя ей было 5 лет. И ну, язык у нее изо рта так немножко вываливался, и она его активно насасывала и закатывала вот так глаза. Но зрелище такое вот страшное. Если ты никогда с этим не сталкивался, то от этого становится жутко. Вот. Но это самое такое простое. Вот скажи, что тебе было тяжело понять вот в их поведении, например? Да на самом деле я сама не особо взрослая была, так что как-то я смотрела на это все тоже так с детской больше стороны и относилась к ним тоже как, ну, по-обычному. Не было ничего такого особенного для меня. Ну, то есть дети и дети. Дети да? и дети, да. Ну, а были какие-то конфликты, непонимания? Вот была ли ревность к маме, что вот мама... Нет, не было. Не было. М-м. Что мама же много внимания им уделяла. Я так понимаю, что все время занимали Федя с Василисой. Когда они Ну, появились. мама так умела правильное время распределить по всем нам. То есть она, конечно, много внимания уделяла Василисе и Феде, но нам внимания хватало, нам было внимания достаточно. Никогда меня вниманием не обделяли. Потом начались такие вещи. Она стала говорить, приходит, например, кто-то к нам в гости, она могла сказать, что мы ее здесь бьем очень сильно, при том, что она очень травматичная была, она, ну, постоянно падала, ударялась, она отовсюду прыгала намеренно, знает, что она причиняла себе ущерб и разбивала там себе и губы, и нос, там, вот, и подбородок, там, вот прям вот вся такая перебитая. Приходит гость, она снимает штаны, показывает, говорит, посмотрите, какие у меня синяки, как они меня здесь бьют. Это буквально, наверное, месяца тоже 4 было в семье. И вот она, а люди так сидят, ну как, ну кто тут? Понятно, что ее никто не бил. Вот, но ее травматизм вот этот вот сильный по отношению к себе или аутоагрессив. Сорока. 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 Молодец. Скажи сок. Сок. Скажи собака. Собака. Скажи лодка. Рот. Лодка. Лодка. Как? Аутоагрессия, Да, она себе могла наносить всякие увечья. Она и брата колотила очень сильно. А дрались они по сей день, вот у них это присутствует. Ну это же, ну вот когда ты с такими детьми начинаешь общаться, да, и ты видишь вот эти все качества, да, то это, естественно, не располагает тебя к ребенку. Не располагает. Там о мимишности, о любви речи не было. Тут о состоянии выживаемости. Как выжить-то вообще? Что дальше-то? Ну, знаете, первые там 3 месяца, 4, полгода я все это адаптация, это адаптация. Потом я узнаю, что полгода для адаптации это все ерунда, это мало. Плюс у меня дети-то особенные. Год адаптации, 2 адаптации, 3 адаптации. Я думаю, господи, когда эта адаптация закончится? Уже когда там 5 лет мы прожили, мы поехали в Санкт-Петербург, в фонд «Измени одну жизнь». Да. И мне тогда психиатры сказали, так с вашими заболеваниями адаптация не заканчивается вообще. Она у них и 11 лет может длиться. Меня это утешило. Думаю, ну, хорошо. Оказывается, это у нас еще все впереди, у нас только начало пути. Ребят, привет. Скажите, где вы отдыхали? Куда вы ездили? Мы отдыхали. Туапсе. Да. На море? Да. Понравилось? Да. А что больше всего понравилось? Мне море. Мне тоже. Ну что, лейкоциты, они уничтожают микробов. Лейкоциты? Да. А еще что? Да, тромбоциты, они закрывают рану. Что закрывает рану? Да. Тромбоциты закрывают рану. А где они находятся, эти лейкоциты, тромбоциты, где? Почему? Ульян, вот 5 лет, да, 5 лет адаптации. Что самое страшное происходило за эти 5 лет? Расскажи.
нигде не приживаются дети. Вот ты приводишь ребенка куда-то, без тебя ребенок, он как зверенок. Вот, с тобой дети – это дети, когда тебя нет, вот этот элемент контроля, самоконтроля, он как бы в моем лице получается только. Когда тебя нет, за пределами тебя ребенок превращается вот в зверенка. А люди, которые не знают, что у ребенка есть какая-то особенность, начинается вот эта травля. А дети, в принципе, на травлю реагируют. Кто-то может закрыться, да, а у них реакция всегда была это агрессия. Это я уже тоже потом поняла. Сначала думала, почему они так себя ведут, потому что они защищаются таким образом. И они не только там, агрессивничают по отношению к другим, даже по отношению к себе они могут это делать. Вот. Так, что еще? То есть они нигде не приживаются. Воровство. Вот когда мы пошли в 1 класс, сначала мы пошли в обычную школу, массовость, 30 человек в классе, было невыносимо тяжело. Во-первых, она воровала везде все, что только можно, любую еду. В 1 классе. Любая еда, которая давалась там, детям, да, она это к себе все забирала, потом она умеет это делать очень так тихо. Хотя мы объясняли все, говорю, ты хочешь вот это, пойдем в магазин, мы все тебе купим. Давай, чужое брать нельзя, под запретом. Вроде как бы доходило это, но утомляемость очень сильная, смешки, обзывательства, все, что негативное ты можешь нахватать на себя, ты все это хватаешь. Хотя, в принципе, я не скажу, что они там не усваивали программу. Программу они усваивали интеллектуально, они не глупые дети. Но у них вот все, что связано с поведенческими нарушениями, это вот полный букет всего. Я все время думала, это классическое расстройство привязанности со всеми вытекающими пунктами, а их там никак 22, за исключением поджогов. Вот у нас было все. За исключением того, что они ничего не поджигали. Я думаю, и побегов не было. На тот момент не было побегов. Я думаю, Господи, меня хотя бы в этом Бог миновал, что не было побегов и поджогов. Потому что все, что касаемо вот там всего остального, приставание к мужчинам с ее стороны там, и мальчикам. Маленькая, да, она очень любила все, вот, чтобы вот себя как-то вот поднести, все это, да. Воровство, там, поедание пищевых отходов в школе, это уже с мальчиком началось очень сильное, прям у него вообще в школе снесло крышу настолько, что психиатрия начала прогрессировать в полном смысле этого слова. Как ты реагировала? У тебя же наверняка вызывали... Выгорание. То есть, смотри, получается, 5 лет ты находилась в этом состоянии постоянного стресса, да? То есть с детьми постоянно что-то происходило. Постоянно что-то происходило. В садик мы пошли, мне тоже помогли, заведующая там, куда Ксюша моя ходила, она говорит, Уляна, ты не хочешь кратковременно их на полный день? И мы попали в чудесные группы, садик это тоже был спасением. Тогда няня от нас ушла, потому что когда мы их взяли, я взяла няню, чтобы я могла заниматься Ксенией, она еще была маленькая, а полноценно, как мне сказали психологи, это будет правильным решением, чтобы не бросать ребенка, который нуждается тоже в маме больше, чем даже вот эти дети. Они приспособлены вообще к выживаемости. Хотя мне казалось, как же, они же такие маленькие, они же там нуждаются. Это я тогда так думала. Няни тогда не было, и мы взяли, пошли на полный день в детский сад. Это тоже было спасением, садик был чудесный. Все с пониманием отнеслись к особенностям детей, и все, в принципе, у нас было гладко до школы, пока не началась школа. Да, школа началась даже с Василисой, как-то было еще, более-менее, потому что она с самого начала была такой сложной, и ты к этим сложностям привыкаешь, и ты уже знаешь, чего ожидать. А от мальчика как раз-таки я вообще не ожидала, потому что он был всегда тактильно ко мне ближе, да, и что начнутся с ним такие проблемы, я вообще не ожидала. Ульяна, вообще были, когда взяли этих детей, были ли такие моменты, что радость, счастье, это кайф от того, что у тебя еще... Знаете, я всегда себе это привязывала. Мне хотелось этого. Мне хотелось. Особенно, когда у нас были какие-то выходы.
Я любила с ними везде ездить, куда-то их вывозить, потому что я вот как раз вот это все, что вы спрашиваете, я это чувствовала в такие моменты. Потому что, находясь в стенах дома, особенно когда процесс обучения, то там... А он был очень сложный и тяжелый, потому что детей желания учиться нет, оно отсутствовало и тогда очень Ну, я сильно. вот сейчас говорю пока о периоде до школы. То есть вы занимались активной реабилитацией, постоянно что-то в них Да, вкладывали. в пытались провинциальном там- городе найти такие возможности очень сложные, поэтому все, что есть, максимально я везде обращалась ко всем специалистам, и к психиатрам, и к логопедам, к дефектологам. Мы там за год и 10 месяцев мы ему речь так поставили, мальчику, она у него была, да и девочке тоже, потому что у него вообще была мешанина. Вот когда забирали, они говорили? Они разговаривали. Ну, потому что когда люди будут садиться, ну, людям будет неприятно. Неприятно что? Ну, неприятно будет, что мусор на столе. Правильно. Поэтому что надо сделать? Поэтому нужно мусор убрать в пакет или в другую, ну, в пакете, да. Мусорное ведро еще можно брать. Или в мусорку. Да. Ну, Какие разговаривали вообще навыки у очень них плохо. были? Вот скажи, какие навыки у этих детей? Ну, туалет, наверное, только, возможно. Ну, ложкой кушали. Но они, знаете, у них еда была так, это как вот голодного щенка к миске подпускаешь, он накидывается на эту еду. И я все время думала, почему они так едят жадно? Ведь их же кормили. Да. А потом, когда в процессе изучала весь этот момент, почему так, у детей эмоциональный голод, вот эта депривация, Да. да, она приводит к тому, что мозг не насыщается, у них кажется, что они голодные. И мы даже вот какие-то, не то чтобы эксперименты, но я пыталась, ну хочешь 10 порций, ну съешь, но тебя же тошнит уже потом. Мгм. Начинает тошнить в прямом смысле, а Да. насыщение не приходит. И поэтому, когда ты вот, ну, строгий режим выстраиваешь в питании, но это уже в процессе, позже, когда ты уже доходишь своим трудом ошибок, вот, ты понимаешь эти вещи. Скажи, а ты к кому-то обращалась за помощью? Потому что, ну, естественно, что если, ну, вот я, например, не справляюсь, я буду... Вот школа приемных родителей, психологи постоянно. Мы к ним ходили, плюс они помогали нам. Там у нас были там кушеточки для того, чтобы я расслабилась, чтобы я Мгм. могла. Плюс я просила, давайте организуем какой-то клуб с приемными родителями, чтобы мы могли друг друга поддерживать. В итоге этот клуб, ну, стал существовать, но он был, знаете, больше такой, детей приводишь, их развлекают и развлекают нас. Ну, на что я Мгм. потом попросила, говорю, давайте как-то мы какой-нибудь сделаем, чтобы вот рефлексия какая-то была, мы друг с другом могли общаться, потому что настолько у всех есть сложности, Мгм. которыми нам Накоплено, хочется, вот да, это поле. выговорить, потому что ты когда скажешь, уже легче, когда есть такие же, как ты понимаешь, что ты не один в этом мире с этими сложностями, и уже как бы вот, ну, гораздо проще. Плюс вот органы опеки, к которым я тоже обращалась не раз. Там после, наверное, 2 лет я первый раз обратилась со слезами, мне невыносимо сложно, я больше не могу воспитывать эту девочку. Ну, у нее такие... Было, да. На что мне сказали, что давайте попробуем их разделить. Я говорю, ну как, возможность такая, ну как, я не представляю себе. Давайте что-то решать. Следующий кризис у меня случился, это когда была пандемия, мы все засели дома, все, там было вообще невыносимо, это... У них начались и иктации, которых не было, и они перестали и ночами спать, они там на стены лезли и ели все, что можно, вот и по холодильникам, и вся еда была съедена, и постоянная истерика. А это еще уроки, потому что они уже учились в школе на тот момент. Нужно было все это делать и сдавать, на что я учителям сказала, я не могу полноценно присылать вам то, что вы требуете, потому что у меня дети с особенностями, и усадить просто сделать уроки, это ну непросто. Ну, у ребенка начинаются приступы вот эти вот, ей хочется внимания максимальное, она будет 4 часа надо мной издеваться, просто потому что она хочет, чтобы я была рядом, всеми правдами и неправдами, ей плевать, что вокруг. Кто так громко разговаривает по телефону? Но здесь и депривация, и то, что дети столько в детском доме пробыли, плюс ФАС, это тоже отдельное заболевание. Это все в кубе вот дало вот такой результат, что они вот... И тогда вот первый раз я задумалась о том, что если что-то произойдет очень такое криминальное, я буду совсем на нуле,
Да. и у меня не будет поддержки, я от них откажусь. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по свету. Всем, кто дружен, не слышны тревоги, как любые дороги. На любые дороги. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. То есть была тогда... Была такая мысль, да. И поэтому я сразу во все колокола: помогите, помогите. Кому В звонить? опеку. Тогда первый раз я пришла в опеку, говорю, давайте что-то делать, я То есть ты рыдала. почувствовала, что у тебя... Все, что с тобой да, всё, я что все, что-то уже не все. Я говорю, давайте что-то делать, потому что я уже не могу, у меня нет сил. Я не хочу возвращать детей. Для них это, ну, это трагедия, нельзя это делать. И на тот момент, ну, они мне сказали, что давайте попробуем в детский дом, но детский дом отказал. Что значит? Ну, как бы, оказывается, приемная семья, в принципе, имеет право на то, что, чтобы родитель отдохнул, по заявлению, мы можем написать заявление, ребенка возьмут в детский дом, но ты остаешься приемным родителем, На время. ребенка ты забирать можешь на выходные, ты можешь его посещать, у вас не прекращается контакт, Мгм. просто вы отдыхаете, он находится там как в Да. лагере. Да. Вот. Плюс они маленькие на тот момент были, они еще не особо осознавали это, вот как, Мгм. например, сейчас, да, это И произошло. Что, это не произошло или что? Они... Этого не произошло, но тогда мне дали контакты реабилитационного центра, и у нас уже были заключения по МПК, и вот после пандемии как раз этот центр открылся, и первый раз на 12 дней их забрали вот в этот реабилитационный центр. Да. Но он очень хороший, там все специалисты, там все дети домашние, Да. как лагерь. Вот. Мгм. Типа санатория, где дети ОВЗ, ЗПР находятся, проходят реабилитацию и занимаются с ними, играют, вот все как в санатории. Отдохнули? Знаете, первый раз, вот я их только отдала, когда увезла, я села в машину за руль, да, и Мгм. сижу, и я не могу ехать, я начала сначала истерично смеяться, потом я как разрыдалась, у меня была такая бешеная усталость за эти вот 4 года, да. И у меня, и все эти вот чувства на меня нахлынули, и я еду, но я чувствую, как будто мне сзади в спину в детских креслах кто-то дышит, хотя их не было сзади, но такое ощущение создавалось. То есть И это уже первые 3 такая дня я просто усталость. лежала в лёжку и смотрела в потолок, я не делала ничего. За все эти годы настолько была уставшая, да. То есть я так понимаю, все годы было очень тяжело. То есть не просто тяжело, а очень тяжело. Да, было очень тяжело. То есть, Все годы получается, было прям вот очень как тяжело. С того момента, как они зашли к вам в дом, Да. все. Так и было. Плюс то, что ты внутренне ожидаешь теплоты какой-то от Да. ребенка, а ее нет. И тебя начинает раздражать все. Ты уже ко всему начинаешь определяться. Да ты не так, ну, не то, что ты озвучиваешь это, ты понимаешь, что ты не такой, ты внешне не такой, ты ходишь как непонятно кто, ты, с тебя там ничего не взять, ты одеваешь тебя в школу, ты приходишь как свинья, весь грязный. Когда ты ешь жадно, отходы в рот запихиваешь, ну, это же тоже ненормально. Тебя что, дом не кормят, что ли? Хотя после вот разбирательства определенных... Детей вообще нельзя научить ничему. Или как? Можно. Как же нельзя? Ну, можно. Все можно, но это определенная вот стратегия, определенный режим, в котором мы жили. Почему как бы я... ну, в принципе, мы всегда, ну, держались и находили вот это вот состояние такой радости, да, потому что был определенный режим, в котором мы жили. И как только режим нарушался, то происходило то, что происходило. То есть все время должны быть жесткие границы. график, Обязательно, правильно? То есть всё обязательно. С должно- такими детьми только жесткие границы, график. Меня даже там, ну, многие обвиняли в том, что ты заставляешь их стирать свои носки. Я говорю, простите, мои носки мне никто не стирает. Да. Поэтому и они свои носки могут научиться стирать. При этом они это делают очень хорошо. Вот, ну, уборка там комнаты, помогать там по дому. Потом вот он в школу, когда пошел, у него началось, что он перестал спать. У него, видимо, слишком повышенная тревожность. Это я тоже сейчас понимаю уже.
Он ночами мог ходить и отключать холодильник, и все там съедать, и обшаривать всю кухню. Все там переломано постоянно было у нас. Все, что какая техника попадала в его руки, это все ломалось. У него нарушения вот какие-то, знаете, он вроде пишет красиво, вроде моторика есть, но при этом он открыть что-то он не может. Даже вот обычную элементарную конфету он открыть не может. Как будто руки вот, ну, не с того места прилажены, как-то вот работает все неправильно. И вот это вот осознание того, что это рядом такое вот с тобой живет, называет тебя мамой, начинает это как... Хотя ты вроде принимаешь это, вроде ты себя направляешь, ты столько сделал, ты такая молодец, все. Но такое раздражение и уже вот отсутствие вот этой... наверное, Отчаяние, да. Ты приводишь в школу красивого такого ребенка, а забираешь какую-то хрюшку грязную. Ладно, грязную, но еще и да, это ерунда. Но еще вот это вот на лице какая-то печать дурачка, хотя с тобой вроде он как бы и ничего. И все. И такое отчаяние приходит, думаешь, наверное, мой перфекционизм все-таки он мне настолько мешает. Хотя опека мне так и говорили, что у вас типа завышенные требования к детям, с которых требовать вообще ничего не надо. Я говорю, ну... сказать, может быть, изначально были завышенные Изначально были, но, знаете, совсем не требовать... дотянуть их до своих детей, да, до своего уровня. Ну, хотя бы до какого-нибудь. До какого-нибудь. Ну, знаете, я думаю, что у нас это все равно получилось. Конечно, получилось. Нет, Потому конечно, что мы получилось. добились немалых результатов. Да, вложено-то в них очень много. Да, вложено много. Ульяна, что стало точкой невозврата? Видимо, мое полное выгорание, плюс произошел развод. Я одна. Развод из-за детей? Нет, Или развод был по нашим личным причинам, да. Ну, кто-то может думать, что это дети тоже повлияли. Вот. И сложности вот эти вот постоянные, что ты 24/7 должен быть с ребенком, даже ночью ты должен его контролировать, ты не можешь их оставить одних, они не могут одни гулять, потому что если они выходят гулять, обязательно кто-то страдает, и начинаются проблемы, но ты живешь все равно в обществе, как бы, да, и вот это вот мое такое, что обо мне подумают, оно мне очень сильно мешало, и вот оно меня привело в такое состояние, что я уже вообще рухнула, и начались у нас побеги в итоге. Наручные, настенные, на... Ручную стену. Будильники, может? Да, будильник. А еще? Еще Даже я не знаю. Наверное, может быть, электронные. да, электронные. Ну, давай еще раз расскажи, что ты там говорил. На башне какие часы есть? На башне есть курантные часы. А что за башня? Ну, Кремлевская башня в Москве. Правильно. Молодец, дай. Вот. Молодец. Умный мальчик. Я забираю его из школы однажды. У него зрачки, знаете, такие прям расширенные на все глаза. Он не может вообще себя контролировать. Он сидит, у него какая-то такая сильная агрессия. Хотя он, в принципе, очень добрый ребенок, он не агрессивный. А здесь у него прям вот он сидит, он отрывает вот эти помпоны, такие плотно приделанные к шапку, он рвет пуговицы. Он детям в школе, он не может учиться, сосредоточиться. И я прихожу к психиатру, это была зима. Я говорю, давайте что-то делать, ну, давайте ему как-то поможем. Подберем терапию. Она говорит, терапию подбирать только на базе стационара. Давайте его положим тогда. Это было второй раз, когда его кладут. Вот. Его положили в больницу, мы уехали в санаторий, я с девочками уехала. И вот время такое было прям хорошее, знаете, как бы ничего такого вот... Прям вот я даже начала вот испытывать вот эти чувства, хотя у меня мысли все время были, как он там, что с ним там, как вот, ну, что дальше, как вообще он будет себя вести. И мне вокруг со всех сторон, зачем тебе это надо? Ты в себя в такое тянула, отдавай ты этих детей, живи ты своей спокойной жизнью, молодая, красивая, все у тебя там наладится и все, да. И у меня вот это вот, как давление, оно вот не давало мне покоя даже со стороны вот, ну, окружающих. Не было никого, кто бы сказал, я там поддержу тебя, я тебе помогу, да? То есть, ну, как бы тот же самый муж, родственники. Или они помогали? Нет, со стороны родственников нет. Были друзья, вот, те, кто есть здесь. Тут я так вспоминаю, кто не так много этих людей на самом деле, кто бы поддерживал. Потому что, как я думала, те, кто поддерживают, когда случился возврат, оказалось, что они больше всех и осудили тебя.
расскажи про побеги. Вообще, что это за побеги, как они их совершали, побеги, дети? Побег был один, да, он был один. Но вот Федю тогда я забираю с психбольницы зимой, да, я привожу, мы приезжаем домой, они мне выдают лекарства, которые они давали, но по ребенку я вижу, что что-то с ним не так, что он накачан еще чем-то, потому что у него то, что мы ему ремонтировали его рот в плане того, чтобы, ну, язык у него встал на место, у него мышцы слабые, и все время слюни вытекают, да. И вот это все вернулось в состояние, вот 6,5 лет коту под хвост, все это раз, и опять все поплыло буквально там за 1,5 месяца. Я их забираю, мы уезжаем кататься на лыжах, приезжаем с отпуска, мы идем в школу, вроде как бы все тихо, спокойно, в порядке, я за ним наблюдаю, никаких конфликтов у нас даже не случается. Но при этом у меня внутренне полное выгорание, я уже вот... Потому что, знаете, когда постоянные проверки соцпедагогов, там, полиция с тем, что на тебя нажаловались, да, был момент, когда приемные родители или кто, я не знаю, пожаловались на меня, что я не очень компетентная приемная мама, и как бы мною нужно, чтобы мной органы опеки занялись, которым вот делать-то нечего, именно мной надо заниматься, да. И все вот эти обстоятельства, и вот эти психиатры, и полиция, и все эти реабилитации, они постоянно, вот ты живешь в этом состоянии, и вот принятие внутри нет, что у тебя ребенок-то, это не в тебе проблема, да, а что ребенок особенный. И поддержки нет. И никто и не объяснил, что, в принципе, как говорят, конечно, у всех так. Все так живут, да, у всех такие дети. У всех такие сложности. А ты понимаешь, что да нет, у меня дети нормальные, это не мои вообще. Это вообще не мои, это инородное. Тут ко мне приделалось, да, и меня пачкает мою репутацию. Вот. И на тот момент вот случается этот побег. У нас там май весь запланированный, мы должны ехать в санаторий, лето у нас запланировано. И тут ни с того ни с сего я среди ночи слышу какие-то шорохи, а так как я понимаю, что ребенок все время не спит, он у нас не спал на тот момент, несмотря на то, что он принимает сильный препарат, он все равно не спит. Он часто просыпается, он ходит там, что-то ест на кухне, камеры его не спасают, что камеры висят, его это не останавливает, да. Он все равно будет говорить, что он это не делал, даже если ты ему покажешь, вот это ты, он говорит, это не я вообще не помню, куча всего и оправданий. И среди ночи я вот встаю проверять, думаю, куда, выхожу в темноту, иду к нему в комнату, смотрю, мне показалось, что его нет в кровати. Пошла на кухню, в туалет. Я говорю, ты где ходишь-то вообще? Я возвращаюсь, думаю, наверное, спросонья, потому что 2:30 ночи, темно, это, наверное, мне кажется. Возвращаюсь, нет его. Я говорю, что, играешь со мной, что ли, такая? Пошла дальше, думаю, и мысль такая, посмотреть, может быть, ее-то постель. Рукой трогаю, ее нет. Меня тут как холод простреливает, я говорю, не поняла, включаю свет, их нет, начинаю искать по всей комнате, их нет. Подхожу к одной двери, а дверь приоткрыта. Они даже не закрыли дверь, они знали, что если они хлопнут, я услышу, да. Они настолько тихо собрались и ушли, все, меня охватил ужас, паника. Я Ксюшу бужу, говорю, Ксюша, они сбежали. Я говорю, я не то, что этого боялась, я просто радовалась, что у нас этого нет, но оно случилось. В конечном итоге я позвонила в полицию сразу, позвонила бывшему мужу, и в итоге мы их нашли сами, он их на мосту поймал среди ночи. Куда они пошли? Никуда, просто в никуда. Они вещи забрали? Они даже телефон не взяли, они взяли там одеялки. Когда их психиатр спросил, зачем одеялки, они сказали, что под деревом сидеть как-то сыро, на одеялах как-то поудобнее будет, да. Я говорю, ничего, что дети так хорошо одетые, да, там, с золотыми сережками в ушах, такие красивые, по улице среди ночи топают. На что полиция мне сказала, если бы не вы нашли, а мы, то проблем-то у вас было бы гораздо больше, чем вот... Возле леса 3 ноги. 1, 2, 3. Опускай ножки, водичка, смотри, какая прозрачная. Мама. Ульян, куда они ушли? Наверное, с километра, наверное, они прошли. Это такое порядочное расстояние, там, потому что дорога такая кольцевая у нас. Там они ушли уже на мост, и муж их почти у моста вот там вот поймал. Притом они увидели его машину и дали дёру среди ночи. Да? Они еще убежали, да. Он уже их догонял, и потом они сели, как ни в чем не бывало. Домой пришли, как ни в чем не бывало. Хотели вот так.
Меня так трясло. Я говорю, А ну вы что они, как они допрыгались. объяснили? Почему Никак. они? А Никак. что, из-за чего? Ну, Что-то? никаких вот Протест таких вот, ну, какой-то? никаких, ну, Нет, знаете, вот ничего ну, не было ничего такого, чтобы, да. Да. Ну, они стали говорить, что Ксюша там виновата, она их обижает. М. Ну, как-то там у нее Да. какая-то ерунда такая вот, ну, не сказать, что прям вот. Что Хотя, произошел конфликт какой-то, да? ну да, но сейчас я понимаю, может быть, конечно, они чувствовали вот это вот непринятие с нашей стороны. Все равно оно же было, если уж так. Раздражение, усталость, Да, усталость, раздражение. Хотя на тот момент, я говорю, было настолько все хорошо. Мы как раз прошли всю подготовку к санаторию. Мы такие в предвкушении, что вот мы сейчас едем вот отдыхать. Вот, ну, как, не то, что отдыхать, а у нас начнется вот эта реабилитация новая. Но вот этого не случилось, к сожалению. После этого вы приняли решение. После этого начались сначала все вот эти разборки. Полиция, опека, все, потому что когда побег случается, это так как и был звонок в опеку, Мгм. ну, то есть в полицию, да, нужно, это, ну, как бы У дали вас дело. устройство приемной семьи. Была приемная семья, да. Вот, и мы начали тогда, ну вот, началось это разбирательство, которое меня вообще добило окончательно, и со всех сторон еще, тем более, еще и побеги начались, и так мало, сдавай. Кто сказал сдавать? Все мое окружение, и мой бывший муж в том числе, все. Ну, он как бы, он очень гладко так, потому что он не хотел так ответственность на себя брать, потому что Да. когда я написала отказ, он сказал, что тебе что, жить мешали? Пусть бы жили бы с тобой, жили же хорошо. Мгм. Вот такая была ситуация. На что я сказала, знаешь что, дорогой мой, до этого ты мне все годы говорил, что я вляпалась не в то, что нужно, а теперь я должна, оказывается, была их оставить. Кто меня поддержал в этот момент? Ну, никого не было, только вот мои дети. Кому-то к опеке обращались? То есть, ну, вообще Сразу. была от кого-то Конечно, поддержка? первое, что я сделала, Да. я пришла в органы опеки и сказала, такая ситуация, мне нужен отдых. Мне нужно принять правильное решение, потому что я на шаге к тому, чтобы грани. отказаться от детей, да. Ну, давайте их куда-то определим, потому что мне нужно все обдумать, мне нужно очень сильно отдохнуть, я очень уставшая, меня все это измотало. На что мне сказали, ну, раз вы не справляетесь, пишите отказ. Ульяна оказалась в очень непростой ситуации. И мы очень рады, что у нее появилась возможность обратиться к Галине, которая, в свою очередь, посоветовала обратиться к профессионалу. Благотворительный фонд «Дорога жизни» в лице психолога и юриста оказал Ульяне консультативную помощь, предварительно очень подробно разобрав ее личное дело и, соответственно, на встрече задав ей огромное количество вопросов, проясняя всю ситуацию еще до прихода детей в семью, что является очень важным моментом. Ульяне были предложены несколько путей развития событий, и исход этой ситуации вы теперь знаете. И все. Ну, все же другие справляются. Как-то. Помощи не было другой предложено. Как-то на тот момент ее не было, да. Ну, мои сами шаги в плане того, что накануне этого мы еще отходили с мальчиком на реабилитацию, там, где школа приемных родителей, там психологи очень хорошие. Они, в принципе, всегда меня поддерживали, но как, я приду, я выговорюсь, меня послушают, я поплачу, все, живу дальше. Да. Как бы, ну, каких-то там, я не знаю, упражнений, там, которые могли бы поделать, я не знаю, как мне Может быть, сказали. нужно было на передержку забрать детей. На например, передержку, да? там какие-то, да, ну, выслушивали меня регулярно и очень даже как бы хорошо, меня поддерживали в этом плане, да. И здесь тоже я позвонила туда, я очень сильно плакала, я говорю, я не знаю, что мне делать, потому что я уже все, я пришла к тому шагу, чтобы мне написать отказ, потому что у меня реально больше нет сил, я хочу жить нормально, я хочу работать, мне это все надоело. Ходить, воспитывать Да. то, что воспитывать вообще не воспитывается Да. никак и никак не хочет жить в семье. Плюс они отказались сами от меня. Меня это добило, потому что я хотела любить, а меня не приняли. Хотела Вот, и любить. убежали, да. Мгм. Вот. Ульян, помнишь вот отказ, как ты написала? Что там было написано в отказе? Честно, вот дословно не помню. Ну, хотя бы примерно. Ну, я такая-то, на фоне того, что дети имеют определенные нарушения, я, ну, и случаются вот там разные ситуации, описала, я отказываюсь от детей. Вот. Дословно не помню, правда. Ульян, ну, написала отказ, да?
И И началось то, чего я не ожидала вообще. а что началось? Ну, мои собственные переживания. Я вообще думала, что, ну, с глаз долой, из сердца вон. Такого не произошло, конечно. И, ну, про людей я сказала, что те, кто казалось, что поддерживают, мало кто поддержал. Ну, как бы говорили, конечно, мои там девчонки, там, Ульян, мы поддержим твое любое решение, ты как бы, ну, это меня тоже вдохновляло. В принципе, что есть люди, которые рядом, да. И, ну, я знаю, что они переживали тоже так же сильно. И первое, то, что было, это была больница у них. Я пока их навещала, еще как бы было более-менее. То есть сначала Да, они там прожили 3 месяца. И вот на протяжении этого времени я посещала их. Потом, когда их уже перевели в детский дом, мне не разрешили с ним видеть. Сказали, дети травмированы сильно. как происходит возврат? Расскажи, пожалуйста, как вот этих детей, как они передаются обратно? Но в моем случае, так как был побег и то, что они там говорили на эту тему, их положили в больницу для обследования, для подбора препаратов. И из больницы уже, когда я написала отказ, это было через месяц после всего этого. Потому что в течение этого всего месяца я ходила, искала ресурсы, дайте что-нибудь сделаем, чтобы не отдохнуть, чтобы детей не сдавать. Хотя я уже была на полном нуле. Потом вот эта комиссия первая по делам несовершеннолетних, на которой я сказала, что, скорее всего, я откажусь. И представители власти сказали, органы опеки, обратите внимание на семью. Семья выгоревшая, надо помочь, ну, найти ресурсы. Да. Со стороны органов опеки на тот момент не было, ну, оказано никакой помощи, даже мне никто не звонил. Но так как я была на связи с психологами на тот момент, они меня тоже поддержали. Но раз это ваше решение, как бы, да, давайте, ну, отказывайтесь. Вот, но... Хотя на сегодняшний день я понимаю, ни в коем случае нельзя говорить выгоревшему человеку, пишите отказ. Но сказать, подайте, мы возьмем ваши бумаги, даже опека могла сделать так. Время дать. Да, давайте мы вам дадим 2 месяца, вы подумайте, дети лежат в больнице сейчас, у вас будет время хорошенько все обдумать, давайте искать ресурсы, давайте работать с вами, давайте работать с детьми. От слова ничего вообще. Сопровождение приемных родителей, приемных семей, они работают хорошо. Я являлась сотрудником службы сопровождения. Сейчас моя работа немножечко изменила свою направленность. И я на практике это видела, когда приходят приемные родители с ребенком, а помогать уже нечему. Уже настолько все сложно, что распутать этот клубочек невозможно. К сожалению, психика так не работает, что откатать назад и проиграть заново. Потому что жизнь невозможно поставить на стоп. Работа со специалистом — это всегда сложный процесс. Все думают, что приходишь к психологу, 1, 2, 3 сессии поработал и выходишь, улыбаешься из кабинета. На самом деле нет. Работа с психологом — это достаточно длительный процесс, и он сопряжен как раз не с радостными эмоциями, не с улыбкой, а он сопряжен как раз с тем, чтобы пережить то, что самому пережить очень сложно. Поэтому до улыбки на самом деле от выхода, да, от психолога далеко, достаточно, это трудоемкий процесс. И на этом пути очень важно, чтобы были надежные плечи. И, к сожалению, в ситуациях, когда становится сложно, семья не является этим твердым плечом. Особенно прям вот первый круг приближенных, потому что они тоже затянуты в этот процесс. Очень здорово общаться с другими родителями, которые тоже столкнулись сейчас с аналогичной или какой-то другой проблемой, или уже пережили. Если вы не знаете о таких сообществах, мы сейчас с вами обладаем колоссальным ресурсом. Я нахожусь далеко от вас, но вещаю, мне кажется, на огромное количество регионов. Да? И вы меня слышите, я надеюсь, я буду услышана. Главное — искать, они есть. Я однозначно могу апеллировать к опыту благотворительного фонда, потому что мы оказываем помощь по всей Российской Федерации и ездим в очень далекие города. Я пришла, написала бумагу. Ну, единственное, что мне сказали, что все так живут. Живут так все, с такими детьми. Ну, я говорю, я не все. Я не могу так больше жить. У меня нет сил на это. Я очень сильно устала. Я реально устала.
И все. И начинается такой период в жизни у меня очень тяжелый, да. У меня, в принципе, седых волос не было, да, хотя мне лет немало, да. Но на тот момент у меня уже вся голова посидела, потому что я такой, знаете, это вот возврат, ну, в моем случае это было сравнимо с тем, что ты теряешь ребенка. Как будто ребенок, вот он, ну, ты потерял его нет, он умер. Хотя мне все говорили, ну ты что, они же типа не умерли, все. Но у тебя стоит комната с игрушками, у тебя куча вещей, у тебя есть все, ну, а детей нет. Жизни той, которая была, ну вот это вот движение какое-то, да, которое вы осуществляли вместе. Ну вот как активная твоя жизнь с детьми, она в один момент просто обрывается, и все. Я не знаю, что чувствуют другие, но я думаю, что те мамы, которые говорят, что с глаз долой, из сердца вон, они все равно переживают. Они могут внешне это не показывать, но нормальный человек, он не может не чувствовать. Вот. Хотя я всегда думала, что у них нет никакой привязанности, для них это не будет травматично, как мне казалось. Я ошиблась. На самом деле я ошиблась. То есть не произошло такого вот выдоха? То есть, вот, казалось бы, ты должна была выдохнуть, сказать, все? Нет, у меня первые там, наверное, у меня есть друзья, они говорят, мы тебя забираем, и меня забрали на юг, потому что у меня была такая депрессия сильная, что я совершила такое. Не то, что чувство вины меня съедало, я не скажу, что я там убивалась, да, но у меня такая пустота пришла, что вот я потеряла, ну, детей. У меня почему-то была вот, ну, возврат, это как потеря детей, как потеря именно. Вот, и мне было так сложно. Потом вот я уезжала в Грузию, там работала осень, да, но мысли меня все время не оставляли. Вот я обходила все детские площадки, потому что я иду, и на меня наваливается, что, ну, вот были дети, а детей нет. Да, настолько было тяжело. И я как бы, хотя работаю с детьми, да, и за этот год у меня такое сознание пришло, что не настолько все вот, ну, страшно и криминально, как я себя описывала, рисовала, потому что... Когда уже Да, когда я уже отдохнула. И то, знаете, когда пришло уже весной, наверное, это уже прошел почти год, у меня пришло такое сознание, у меня стали приходить мысли о том, что я хочу их увидеть. Прямо я не могу, я так скучаю страшно. Мне прям вот... И я не трогаю эту комнату. Эта комната вся стоит. Она вся там, ну, частично все, что маленькое, уже не по возрасту, конечно, я отдала. А все остальное, вот, ну, все игрушки, все их вещи, оно, каждое напоминание, даже туда не заходила долгое время, потому что мне было очень тяжело. Вот, и вот это вот осознание, когда уже я отдохнула, я стала понимать, елки-палки, мне просто нужен был отдых. Мне не нужно было отказываться от детей, мне нужно было дать время отдохнуть. Почему у нас нет этих вот, ну, фондов, кто может поддержать именно в такие моменты, кто, ну, может оказать эту помощь, та же опека, почему так сыграло все против меня, а не за? Ведь, ну, как бы в этой, ну, оказываюсь не только же я заложником, а дети, как они, интересно, потому что на протяжении всего времени я думала, что они меня там не вспоминают и лютой ненавистью ненавидят. Ты могла их посещать? Нет, мне запретил детский дом, сказал, вы поменяли детям имена, потому что официальные имена у нас другие. И, ну, вы совершили, первое, что мне сказал директор, вы вообще совершили ужасную вещь, вы отказались от детей, и мы не хотим, чтобы вы вообще приходили, потому что вы травмировали детей, девочка очень сильно страдает, она не понимает, за что ее так предали, и все. И я тогда, ну хорошо, я вам даже вещей тогда не повезу никаких. Частично я там вещи отдала в опеке еще для перевода там, в детский дом с больницы, и все. И на этом все. Василиса, вот когда мама решила их вернуть обратно, ты переживала вообще? Ну, этот период мы вместе с мамой переживали. И вот этот вот год, пока Вася с Федей не было, мы с мамой много раз их обсуждали. И, наверное, это было принято обоюдное решение, ну, у нас с мамой взять их обратно. Ты переживала, когда их не было? Да. Тоже было сложно? Ну, я скучала, конечно, я же тоже очень привязалась к ним. Ага. А у вас были теплые отношения? То есть ты к ним как относилась? Как просто к каким-то вот ребятишкам, которые временно находятся? Или это все-таки ты относилась к ним как к брату и сестре? К сестре и к брату, конечно же. Потом начинается то, что одни вернули, вторые вернули, третьи вернули. Плюс ходят постоянно какие-то туда. Какие-то знакомые? Да. Знакомые, Да, приемные родители. И им разрешают посещать. И постоянно мои дети подбегают и спрашивают, а вы видели нашу маму? А вы видели ли вы нашу маму? Вы видели нашу маму? Они начинают передавать мне письма. И это как раз в тот момент все происходит, знаете,
ну, параллельно, что я думаю об этом, чтобы как бы мне с ним увидеться. И вот как бы раз двери начинают открываться, что они сами, ну, начинают проявлять то, что мы хотим тоже этой встречи, мы хотим видеть маму. И для меня это такое елей, думаю, может, не все потеряно, не все так плохо. Вот. Ульяна, ну вот этот год, давай еще в этот год вернемся. Тебе было легко? Было ли у тебя ощущение, что ты вот сделала правильный поступок? Ну, в моем случае нет. Я знаю, насколько они тяжелые, да, они сложные дети. Но я поняла, что у меня есть привязанность, что я люблю этих детей, да, и мне невыносимо тяжело осознавать, что там, ну, мои дети находятся где-то за пределами моего дома и в детском доме. Особенно, ну, я знаю, какие там условия, да, и как непросто. А когда я туда приехала первый раз, уже там узнала, что они, оказывается, вообще никуда даже не выезжают за пределы детского дома, тут я вообще стала негодовать вообще по какой причине, если другие дети ездят, мои нет. Ну, для меня это загадка до сих пор, я не знаю почему. Ульяна, я помню, когда мы с тобой поговорили первый раз, в каком отчаянии ты находилась. И я действительно поняла, что родителям, которые попали в такую ситуацию, им нужна поддержка. Причем им нужна была поддержка еще до того момента, когда ребенка отдали, да. И я поняла, что это проблема, о которой надо говорить. Потому что мы почему-то, наше общество решило, что это надо замалчивать. Приемные родители боятся об этом говорить. Они не хотят эту тему поднимать. Ну, из-за того, что ты молчишь, ресурс не появляется, как бы, да. И дети все равно оказываются в детских домах, потому что 80% детей из 100, как правило, возвращаются обратно. Потому что дети – это, ну, казалось бы, вроде бы просто дети, на самом деле. Это другая особенность людей. Ну, надо быть готовыми к этому. И осознавать, к какому шагу ты идешь и с чем ты можешь столкнуться. И для этого нужно, конечно, ресурс. А ресурс, если у тебя внутри заканчивается потенциал, то обязательно нужно извне, чтобы была эта поддержка. Когда ее нет, то, как правило, вот дети оказываются обратно в учреждениях. В нашей школе приемных родителей практически, мне кажется, на каждом занятии мы проговариваем нашим слушателям, насколько важно говорить ртом и не бояться спрашивать, не бояться просить. К сожалению, так менталитетом ли, исторически ли сложено, я думаю, и то, и другое, что мы привыкли совсем справляться сами. Но это неправильно. Это совершенно неправильно. Это приводит как раз к тому, что мы бы хотели с вами избежать. Поэтому все зрители, я прошу вас, даже, может быть, не касаемо темы приемного родительства и детей-сирот, когда вы чувствуете, что вам некомфортно, нехорошо, не уходите, не закрывайтесь. Постарайтесь с кем-то поговорить. Вариантов очень много, начиная от друзей, заканчивая телефонами доверия, и уж тем более пойти к специалисту — это тоже не зазорно. Многие считают, что обратиться к специалисту — это очень дорого. На самом деле государство за последние 10 лет бросило огромное количество сил на то, чтобы сделать эту службу доступной, службу помощи населению. Конечно же, многие из вас сейчас улыбнутся, подумают про всякие бюрократические моменты, с которыми мы все равно так или иначе сталкиваемся. Так будет всегда. Невозможно сделать все идеально. Но я прошу вас знать о том, что есть службы психологической помощи населению. И они доступны и бесплатны. Определенное количество встреч с специалистом бесплатны. Это достаточное количество встреч, чтобы гармонизировать человека. Не решить проблему, но гармонизировать. Дать ему возможность идти дальше. И дальше он уже может принять решение, нужна ли ему помощь еще, или действительно он готов дальше справляться самостоятельно. Поэтому еще раз я прошу вас, как только вы почувствуете себя не очень хорошо,
Обратитесь, проговорите, озвучьте. Я сейчас очень сильно расстроен. У меня сейчас нету совсем сил. Не бойтесь, вы будете услышаны. И мы тогда с тобой начали говорить и много переписываться, и я чувствовала, что ты переживаешь как мама, да, которая действительно уже отдала своих детей. То есть они за это время, за 7 лет, почти за 7 лет, да, они для тебя уже стали действительно родными. И вот это вот чувство, такое ощущение, что я это тоже Ну, прожила. осознание этого у меня тоже пришло в процессе, потому что до этого момента я все время думала, что это вот социализация и прочее. Мгм. Потому что когда ты находишься вот в этом темпе постоянно, ты не замечаешь вот эти простые вещи, да, и о чувствах ты вообще забываешь уже. Потому что мы же Да, научены, что да. мы не должны чувствовать, Да, да. да. А оказывается, это не так. Как ты не можешь не чувствовать. Это невозможно. И вот что стало за это время, вот пока мы с тобой разговаривали, то есть я так понимаю, с тобой происходили какие-то там бесконечные перемены, ты все время возвращалась к этим детям. Какое-то решение Я для находила себя себе приняла? множество дел, Да. и отъезды, и работы, и все что угодно, чтобы мне об этом не думать. Но каждый раз, когда у тебя там есть все в доме наполнено, да, кто-то от этого избавляется сразу, я почему-то не смогла. И так я от этого и не избавилась. Это все так и осталось у меня, да, Мгм. в том же состоянии, как и было с детьми. Вот. И легче мне не стало. Ну, я думала, что если я вот откажусь, у меня начнется моя жизнь, я там заживу Ну да, как ты полноценно, все, мечтала, как да? я мечтала, там Мгм. все. А оказывается, что вот жизнь-то, она вот она и есть, вот. Вот. И есть семья, детьми, есть дети, да, это твои дети, да, они особенные, да, они не такие, как другие. И вот это осознание, переосмысление, оно пришло, но уже, вот говорю, гораздо чуть позже, пока вот ресурс я получала, я Мгм. отдохнула очень хорошо, я восполнилась. Как раз вот это время, которого мне не хватило тогда, о котором я просила Да. у опеки, да, и как раз спустя это время я наполнилась силами, я приняла решение, что мне надо что-то делать, потому что я хочу встреч, я хочу детьми. видеть детей, да. Федь, скажи, пожалуйста, что для тебя значит семья? Что это вообще такое семья? Можешь мне рассказать? Семья — это родные люди. Так. А в чем родство? В чем они тебе помогают? Они помогают вообще, родные люди, поддерживают друг Да. друга или нет? Да. Ну вот расскажи, как тебя поддерживает мама? Заботиться. Так. Василиса, а для тебя что такое семья? Скажи. Это семья, это родные люди. Так, и какие шаги ты сделала? То есть, я так понимаю, тебе же нельзя было изначально, да? Да, я очень сильно боялась, потому что я начинаю сразу плакать, меня почему-то как-то сентиментальность подступает. Как мне сказала одна психолог, говорит, у вас гормоны шкалят, поэтому вам не очень хорошо. Но я просто я позволила себе чувствовать, почему я не могу этого делать. Я же живой человек. Вот, и когда я увидела то, что дети по мне скучают, и это продолжалось на протяжении, наверное, месяцев 3, когда писались письма, и они передавали мне приветы, и каждый раз спрашивали, а вы видели мою маму? А вы говорили маме, что мы ждем, что мы скучаем? И это вот мне дало толчок, что я поняла, что не настолько все грустно там с ними в отношении, что они меня помнят, Да. и они хотят меня видеть так же, как я их. Вот. И тогда я просто позвонила в детский дом и сказала, извините, но я хочу видеть моих детей. Плюс я знаю, что вы не поменяли им имена, что дети отказались от своих имен, которые у них в свидетельстве о рождении. Он говорит, да, это так, и дети действительно скучают, приходите. Всё И я просто. выдохнула, да, я так выдохнула, и я приехала, конечно, и состоялась наша встреча. Что ты почувствовала? Не Когда- знаю, мы плакали все. Мы все плакали. И они плакали, и я. Они тоже ждали. Они очень ждали, притом я не ожидала от Феди, потому что я всегда думала, что он такой отстраненный, он когда вот стал подрастать, у него начались эти проблемы, он вообще как-то, хотя он тактильный, но он никогда не проявлялся там, что он там любит меня или еще что-то. Мне казалось все такое наигранное, не настоящее, да. А тут он первый пришел, я сидела в кабинете у директора, он приходит, и у него было такое лицо, я думала, как вот в фильмах показывают, вот реально так. Я сижу, и он такой...
Мама, на выдохе все, я так расплакалась, он еще так вырос за год, не знаю, на голову, наверное. Все, мы обнялись, потом она пришла, вообще плакала сильно тоже, ее вообще трясло. И тут уже начались наши там, мы чай пили, разговаривали, они рассказывали, как у них там жизнь за этот год, как они сильно скучают, как они сожалеют о том, что случилось, как они хотят все исправить. Ну, как мне предупредили, сказали, что это возможно, потому что дети в таком возрасте, что они будут делать все возможное, чтобы их забрали. Но, может быть, я наивная, но я все-таки верю в искренность каких-то там чувств и слов. Ты можешь... Ну, я думаю, что сейчас многие зрители, да, смотрят и, конечно, переживают всю эту историю тоже, пропускают ее через себя. Не страшно ли тебе? Страшно. Что может снова повториться? Мне та же очень история, страшно. Когда, если ты, конечно, их заберешь снова в семью. Ну, мне страшно. Это первое, что я сказала, когда ходила к психологу, мне сказали, тоже спросили, ну, есть ли у вас страх? Я говорю, да. Нет, что у вас есть какие-то ожидания или там что-то? Я говорю, знаете, я очень сильно боюсь. Ну, я боюсь. Я боюсь, что может быть, то же самое. Хотя я сама понимаю по себе, что я немножко по-другому на все это смотрю сейчас, да? Хотя можно сказать, что это адаптация там и медовый месяц, но опять я знаю этих детей, да? Вот я, когда приходила на протяжении всего этого времени к ним в детский дом, там много классных ребят есть, таких прям, знаете, которые, более развитые, скажем, да, в которых можно вложить силы, ресурсы, и они дадут тебе результат. Но это чужие дети, а это мои. Это вся разница. Какое ты приняла решение за то время, пока ты их там уже, вот эти гостевые какие-то встречи ваши? Какие у тебя сейчас мысли? Что ты хочешь? Забирать домой. Забирать домой. Я хочу ребенка, да? Забирать домой. Ну а как ты? Ты же не можешь взять человека, который пережил горе, да? А это горе. Для них это тоже травма. Может быть, они не так осознают и не так чувствуют, как обычные люди, но я понимаю, что они это переживают, и в данный момент, вот сейчас находясь там у меня там на гостевом, да, они не хотят возвращаться в детский дом. Они боятся, они очень сильно переживают, как мы приедем, как мы вернемся, что будет дальше. Они постоянно спрашивают, пойдем ли мы с мамой на работу, потому что они знают, что я работаю, у меня есть и школа, и садик, да, что они осознают, что они могут там, в принципе, быть. Вот. Скажи, что сейчас тебя может уберечь от вторичного возврата. Да, то есть вот это самое страшное, понимаешь? То, чего я своих не отдают и не бросают. Начнем с этого, да? Переосмысление, уже другие мысли по-другому, что это невозможно. В принципе, чтобы не было, мы пройдем этот путь вместе, да? И, конечно, поиск ресурса. Я сама хочу что-нибудь придумать такое, чтобы я могла поддерживать тех, кто находится на грани тех же переживаний, возвратов, да. Я знаю, что у тебя даже есть мысли создать фонд. Ну, они есть, да, но это только мысли. Как это осуществить, я пока не знаю. Ну, а вдруг? Может быть, благодаря нашей программе кто-то посмотрит? Ну, может быть, потому что у нас, конечно, совсем... Ну, у нас есть фонд, да, но, как правило, мы там с женщинами с этим там путешествуем, куда-то ездим. Как бы насчет поддержки вот такой вот, когда ты плачешь, тебе плохо, нужен ресурс, нужны специалисты, там не просто вот ты пришел и поговорил, а нужна компетентная помощь в этом, системная, да, где ты можешь реально обратиться и где, например, могут детей твоих пристроить, где тебе могут помочь и тебя реабилитировать. Не то, что ты только отдаешь на реабилитацию детей, но ты сама, как мама, нуждаешься в реабилитации не меньше, чем вот дети. Ульян, последний вопрос. Что бы ты сказала сейчас тем мамочкам, которые находятся сейчас в том же состоянии, что и ты год назад? Не спешить. Искать возможности передохнуть, найти место. Я знаю, что есть, например, я пришла к этому, когда мои дети уже были постарше, и, конечно, у меня шансов их куда-то пристроить было больше. Но я знаю, есть мамы, где дети маленькие,
там 3-4 года, ты не можешь их отдать в реабилитационный центр, но ты выгоревший, и тебе нужны силы. И я думаю, что здесь нужно, может быть, поддержка приемных родителей, тех же, кто имеет этот ресурс, забрать, например, этого ребенка на время к себе. Но это же ведь тоже такие, знаете, с опекой нужно иметь связь, и опять-таки нужна поддержка фонда. Поэтому я думаю, что искать такую возможность и общаться с теми, кто это прошел, и сказать «находить» это невозможно, потому что я не знаю, где находить. А вы можете позвонить мне. Да, можно позвонить, кстати, можно позвонить, Да. написать. Я оставлю ваши соцсети, поэтому Да, люди, хорошо. которые находятся на грани, могут с вами связаться, может быть, вы чем-то сможете помочь. Ульяна, как дети отнеслись, дочери и сын, к решению вашему? Ну, старшие, они так вздохнули: мам, подумай хорошо, опять во все это возвращаться, ты точно хочешь? Я говорю, ну, я не могу, говорю, ну, вот так взять и бросить людей, которые, ну, ждут тебя как маму, называть тебя мамой, считать тебя мамой, взять, бросить. Ну, это не совсем правильно. И, ну, они сказали, мы поддержим тебя, конечно, твое любое решение. Главное, чтобы ты была сохранна, здорова, прекрасно, находила всегда возможности отдыхать. Вот. Так поддержали в целом. А что бывший муж сказал? Не поддержал? Нет. Ну ладно, посмотрим, Ульяна. Хочется пожелать вам Божьей помощи только, не иначе. Спасибо. Потому что, да, здесь только с ней можно как-то идти дальше. Надеюсь, что у вас все получится. Я очень... Да, будем верить. Мы идем во врата счастья. Ты с нами? Да. Заходим. Ну как, ты счастливей стала уже? А ты? Я чувствую, какая я стала счастливая, войдя сюда. К сожалению, тема возвратов детей в детские дома не всегда имеет такой счастливый конец, как у Ульяны и ее детей. Обычно дети так и остаются за стенами детских домов навсегда. Тема возвратов очень сложная и очень обширная. На своем канале я буду обязательно еще рассказывать истории детей, которых вернули обратно в детский дом. Давайте вместе с вами обсуждать эту непростую тему. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте поддержать его. Вот здесь справа есть QR-код или по ссылке в описании. Друзья, оставайтесь такими же неравнодушными. И до новых встреч!